попасть сюда очень сложно. Ребятушки, привет! Сегодня день перемещений из Бари в Милан. Стою в очередь. Билет достаточно дорогой. Почти 100 евро получился на этот рейс. Получается, что лететь всего 1:30. И, кстати, аккуратнее здесь с таксистами, потому что с ними нужно сразу договариваться. Они иногда под конец говорят «кэш». Хорошо, что у меня были деньги с собой. То есть я платила кэшем. И, в принципе, говорите им о том, чтобы они водили машину поаккуратнее. Очень любят водить по встречной полосе. Увидимся в Милане. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. И это очень важно для развития моего канала. Приходите на мои живые экскурсии, которые я провожу в Барселоне. Эта поездка в Милан была запланирована давно. Я хотела встретиться со своей племянницей. И племянница предложила мне пойти в Ла Скала. Но, конечно, я не могла отказаться от такой возможности посетить выдающийся мировой оперный театр. Только я прилетела в Милан и сразу помчалась на оперу «Дочь полка» Гаэтано Доницетти в Ла Скала. Следующий день в Милане обещал быть тоже насыщенным, не менее насыщенным, чем вся моя поездка в Италию. Первое, куда мы пошли, посмотреть фреску «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Дело в том, что эти билеты тоже пришлось брать сильно заранее. За моей спиной находится знаменитая церковь Санта-Мария-дель-Грасия в Милане. Здесь находится оригинал фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Внутри не разрешат снимать, разрешат сделать фото без вспышки, поэтому я сделаю для вас фотографию, но место, которое вызывает трепет. И попасть сюда очень сложно. Билеты пришлось заказывать за 3 месяца. Стоимость билетов 15 евро. Доминиканский монастырь Санта-Мария-дель-Грация был основан в 1462 году. В 1482 году сюда прибывает Леонардо да Винчи. Он работает при герцогском дворце как скульптор, как сценограф, также как инженер. И герцог попросил написать его фреску в трапезную монастыря. Леонардо начинает работать над фреской в 1490 году. Он тщательно изучает иконографию, изучает фрески, флорентийские фрески предшественников. И как новатор он решает по-новому изобразить «Тайную вечерю». Обычно это изображается момент, когда все начинают искать, кто же предатель, кто предаст Христа. Но Леонардо изображает мгновение раньше, когда Христос сообщает эту новость своим ученикам, все апостолы сидят с тревожными, опешившими лицами. Леонардо также применил интересную вещь в своей работе. Перспектива сходится над правым виском Христа. И получается, что мы видим продолжение трапезной. Так как не разрешили снимать в самом зале, видео нельзя было снять, можно было снять только фото, я могу от себя сказать, что Леонардо гений. Он осветил полностью ту часть, где находится Христос. И создается такое полумистическое изображение. Всем советую посетить, но есть нюанс. Билетов нет до января 2026 года. Поэтому бронируйте заранее. Церковь является памятником эпохи Ренессанса и связана с именем герцога Людовико Сфорца. Именно по его приглашению сюда приезжает Леонардо да Винчи. Интересный факт, что в 1812 году здесь находились военные казармы, и монастырь использовался пожарной бригадой. Свои двери, как музей, трапезная, где находится «Тайная вечеря», открыла в 1900
1934 году. Во время Второй мировой войны сюда попадает бомба, и монастырь, в том числе и трапезная, сильно пострадали. Тайная вечеря очень долго находилась на открытом воздухе. Сейчас, в 80-е годы, комплексу присвоено звание национального достояния, и комплекс находится под охраной ЮНЕСКО. Выйдя из церкви, где находится фреска Леонардо да Винчи, я сделала очень миланскую вещь. Зашла за десертами. Немного сладкого, немного паузы, и дальше я просто пошла гулять по осеннему Милану. Сначала без плана, позволяя городу вести меня самому. Замок Сфорца также принадлежал династии Висконти. Строительство началось еще в середине XIV столетия. Особенно известен Людовик Сфорца, покровитель Леонардо да Винчи. На сегодняшний день замок Сфорца является музейным комплексом. Здесь находится пинакотека, где выставлены работы Тициана. Здесь находится незаконченная скульптура Леонардо да Винчи. Также здесь находится музей египетского искусства, мебели, декоративного искусства. И при замке есть прекрасный парк и также красивый внутренний дворик. Замок Сфорцеско – это Милан эпохи силы и власти. Это не про средневековую романтику, а про ренессансную строгость и контроль. Массивные стены, сдержанный декор, четкая геометрия. Здесь было так комфортно. Это архитектура, которая говорит не о красоте, а о влиянии. Приехав в Милан и не побывать дома – это нонсенс. Конечно, мне хотелось еще раз на него посмотреть. Но в этот раз не заходить внутрь самого собора, а пойти погулять по крышам. Это другая опция, не менее интересная. За 16 евро вы спокойно можете подняться на крышу Миланского дома. А за 18 даже подняться на лифте. Но чем не Саграда Фамилия? Когда поднимаешься на крышу Миланского собора, город как будто отступает назад. Здесь и правда нет шума улиц, только камень, небо и время. Я это очень четко прочувствовала, когда поднялась на крышу собора. Дома строили почти 6 столетий, и это не один стиль и не одна эпоха, а сложный живой организм, который постоянно менялся. Белый мрамор для собора добывали в карьерах Кондолья и доставляли по воде. Специально для этого выстроили целую логическую систему. То, что мы видим сегодня, это результат бесконечной работы. Собор никогда не был достроен окончательно. Реставрация здесь идет постоянно. Многие статуи наверху сравнительно новые. Они заменяют те, что разрушило время, ветер и дождь. Во время Второй мировой войны Милан сильно пострадал от бомбардировок. Дом был поврежден, но уцелел. Его старались защитить даже в самые тяжелые годы. Прогулка по крышам – это не про панораму, а про масштаб, про то, как человек пытался говорить с небом языком камня. И здесь Милан кажется не модным и не шумным, а сосредоточенным и строгим, и таким прекрасным. Рядом с домом находится Ринасценте, один из старейших и культовых универмагов Италии. Его название придумал поэт Габриэле Данунцио. И оно буквально означает возрождение. Сегодня это не просто магазин, а часть миланского образа жизни. Мода, дизайн и гастрономия под одной крышей. А на верхнем этаже одна из самых красивых террас с видом на собор. Рядом с театром Ла Скала находится небольшой сквер Пьяцца де ла Скала. В центре памятник Леонардо да Винчи, установленный в XIX веке с фигурами его учеников у подножия. Это место кажется тихим, но на самом деле оно символично. Именно в Милане Леонардо работал для герцогов Сфорца и создал тайную вечерю.
Вечерний Милан дружелюбно сверкал и переливался огнями. Захотелось вновь вернуться к замку Сфорцеско и погулять вокруг красиво освещенного фонтана и насладиться последним вечером в Милане. Если честно, меня очень впечатлил мой номер в отеле Милана. Небольшой, компактный, но здесь все очень хорошо организовано. Можно попить чай, кофе. Я люблю такие дизайнерские номера. Закончилась моя чудесная поездка по Италии. Они такие разные. Апулия, юг Италии, и Милан. Но, тем не менее, обе поездки были абсолютно запоминающиеся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, пишите, что бы вы хотели узнать. С вами Галя Карен. Приходите на мои живые экскурсии. Тем более, что я была на конференции гидов и узнала еще больше нового. Могу вам теперь рассказать. До новых встреч. Пока-пока.